Иногда поведение приемной собаки может удивить и даже напугать вас. Когда этот пес принес свои старые привычки в новый дом, его новые хозяева, Эмма и Рэйчел, были озадачены и даже немного напуганы. Пара понимала, как важно завести новую собаку, а не покупать ее, поэтому они решили посетить местный питомник в поисках нового члена семьи. Первый встретившийся им пес по имени Макс показался им счастливым, ласковым и милым. Они и не подозревали, что довольно скоро он начнет показывать свое истинное лицо. Они собирались получить гораздо больше, чем рассчитывали. Новый щенок, казалось, полюбил свой новый дом, но когда он начал осваиваться в новой семье, в его поведении произошли заметные изменения. Вскоре его владельцы заметили, что у него появилась поразительная привычка. Днем Макс вел себя нормально, но ночью проявлял свой пугающий недостаток. Эмма и Рэйчел знали, что эта странная черта характера была необычной для собаки. Каждый день Макс занимался своими делами, как обычная собака, но с первой же ночи, проведенной в новом доме, он стал стоять у двери спальни своих новых хозяев, пока те спали. Пара установила дверь, защищающую от детей, чтобы отпугнуть его, но это не сработало. Макс, похоже, просто не понимал, что должен спать на своей собачьей кровати в другой комнате, и, к сожалению, на этом его странные привычки не закончились. Он испытывал дискомфорт от того, что за ним постоянно наблюдали из-за двери спальни каждую ночь. Они также были обеспокоены тем, что Макс совсем не спал. Он мог часами стоять и смотреть на своих хозяев, пока они спали, и каждую ночь он обязательно был рядом. Пара была ошеломлена. Они начали задаваться вопросом, почему их собака так странно себя ведет. Была ли его привычка молчать по ночам признаком серьезной проблемы? Или их новая собака пыталась им что-то сказать? Но когда они, наконец, получили ответ, их сердца были разбиты. После нескольких недель такого странного поведения Эмма и Рэйчел поняли, что им нужно положить этому конец. Несмотря на то, что Макс дремал в течение всего дня, этот бедный пес, несомненно, не выспался, если провел всю ночь, глядя на своих новых хозяев из дверного проема. Казалось, он был рад продолжить свое ночное бдение, но его хозяева не могли не испытывать беспокойства. Но что они могли сделать, чтобы обеспечить своему новому члену семьи достаточный отдых ночью? Хотя Эмма и Рэйчел позволяли своей новой собаке свободно разгуливать по дому днем, они считали важным не пускать его ночью в свою спальню. У них и раньше были собаки, и они знали, как важно для него иметь границы и выделенное место для сна. Но к какому распорядку дня он привык в своем прежнем доме? Могли ли привычки его прежнего владельца так сильно отличаться от их собственных? Но супружеская пара обнаружила, что самой странной чертой привычки Макса смотреть по ночам было то, что он делал это в полной тишине. Большинство владельцев собак знают, что когда их собака пристально смотрит на них, это обычно означает, что она выпрашивает еду или лакомство, но поведение Макса было иным. Казалось, он ничего не хотел от своих хозяев и, казалось, был доволен тем, что просто наблюдал за ними, пока они спали. По мере того, как проходили ночи, Эмма и Рэйчел становились все более и более неуверенными и были полны решимости избавиться от этой тревожной привычки. Оказавшись в безвыходном положении, они установили в спальне скрытые камеры. Им нужно было выяснить, чем Макс занимался в течение оставшейся части ночи. К сожалению, из отснятого материала можно было почерпнуть не так уж много новой информации. Как они и подозревали, Макс продолжал смотреть на них, пока они спали, и не шевелился, и не издавал ни звука в течение нескольких часов, продолжая наблюдать за ними. Были короткие периоды, когда он, казалось, засыпал на несколько минут, но затем резко просыпался и продолжал свое тревожное ночное дежурство, стоя за дверью спальни. Но оставался вопрос – почему? Эмма и Рэйчел перепробовали все. Но даже закрытие двери спальни на ночь не помешало Максу нести ночную вахту.
Хотя его владельцы подозревали, что так и будет, у них не было других идей. Мог ли этот бедный пес так оберегать своих предыдущих владельцев? И если нет, то где он научился такому странному поведению? Эмма и Рэйчел были в отчаянии. Они исследовали все возможности. Они подумали, что, возможно, рацион щенка ему не подходит, поэтому изменили марку корма и лакомств, которые ему давали. Когда это не сработало, они купили ему новую, более удобную кровать. Но, конечно, и это, похоже, не сработало. Эмма и Рэйчел начали думать, что их новый пес не спит по ночам, потому что он просто недостаточно устал. Они решили играть с ним и выводить его на более длительные прогулки в течение дня, надеясь, что это его утомит. А когда пришло время ложиться спать, он, конечно, выглядел достаточно уставшим, чтобы захотеть спать. Его владельцы подумали, что наконец-то нашли причину его тревожной ночной привычки. Но в тот раз, несмотря на усталость, он продолжал смотреть на них, пока они спали. Понятно, что Эмма и Рэйчел беспокоились о своем новом члене семьи. Они решили отвезти его к ветеринару на обследование. Персонал приюта не сообщил им о каких-либо проблемах со здоровьем. Могло ли это быть причиной того, что собака была брошена из-за какого-либо заболевания? Ветеринар осмотрел Макса и был озадачен. К счастью, он выглядел совершенно здоровым. У него не только не было обнаружено никаких признаков болезни, но он был счастлив, быстро реагировал и был чрезвычайно послушен для собаки его возраста. Эмма и Рэйчел были совершенно сбиты с толку. Именно тогда они решили посетить приют, откуда был взят Макс. Пара рассудила, что если ветеринар не сможет дать какие-то ответы, то, возможно, это сделает питомник, из которого они взяли собаку. Конечно же, история Макса прекрасно объясняла его странное поведение. Когда они услышали, что сказали о нем сотрудники приюта, у них было разбито сердце. Предыдущие владельцы Макса решили, что не справятся с обязанностями по уходу за собакой, в то время как они ожидали своего первенца. Чтобы не огорчать собаку, они аккуратно уложили ее в машину и отвезли в приют, пока он спал. Но позже выяснилось, что это было ужасное решение. Сдача бедного пса в приют, пока он спал, стала для него серьезной травмой. Когда прошлой ночью он ложился спать, ему было уютно и безопасно у себя дома, с людьми, которых он очень любил. Когда он очнулся, он был в клетке в приюте, окруженный людьми и другими собаками, которых он не знал. Это было слишком тяжело для бедной собаки. Понятно, что Макс был напуган и норовист теперь, когда рядом с ним не было хозяев. Он просто не мог понять, что случилось с людьми, с которыми он вырос и которых любил всю свою жизнь. Сотрудники приюта знали, что такой верный и послушный пес быстро найдет новый дом, но они надеялись, что его прошлый опыт не приведет к проблемам с доверием в будущем, кем бы ни были его новые хозяева. После того, как Эмма и Рэйчел узнали о его трагической истории, они поняли, что должны относиться к нему с особой добротой и чуткостью. Они знали, что собаки испытывают те же эмоции, что и люди, и должны были сделать все, что в их силах, чтобы восстановить его доверие к человечеству. Они также знали, что собака обладает таким же уровнем эмоционального интеллекта, как и дети младшего возраста. Это означает, что собака будет понимать окружающую обстановку и реагировать на нее так, как она умеет. Поэтому Эмма и Рэйчел решили показать своему новому псу, что ему не нужно беспокоиться о том, что они бросят его посреди ночи. Они уступили и разрешили ему спать с ними в спальне. И действительно, хотя поначалу Макс, казалось, не хотел ложиться и засыпать, предпочитая наблюдать за своими хозяевами, ночью он стал засыпать все раньше и раньше. Всего через несколько недель Эмма и Рэйчел начали замечать заметные изменения в поведении своего пса-спасателя. Они по-прежнему позволяли ему спать в своей комнате по ночам, и он начал привыкать к своему новому распорядку дня. Но заменят ли его новые привычки старые, вызывающие беспокойство? Поначалу Эмма и Рэйчел были обеспокоены тем, что, позволяя щенку спать в их спальне, они сделают его менее послушным.
Они слышали, как опытные кинологи высказывали свое мнение по этому поводу и никогда не позволяли ни одной из своих предыдущих собак спать в их спальне. Но со временем стало очевидно, что позволить ему спать с ними было бы лучшим решением, которое они когда-либо принимали. Макс был достаточно близко, чтобы понять, переезжают ли его новые хозяева ночью, и был готов защитить их. Теперь он крепко спит, уверенный в том, что находится рядом со своими хозяевами. Он отказался от своей тревожной привычки наблюдать за ними, пока они спят. Эта история лишь доказывает, что собаки невероятно чувствительны к окружающей среде и что они обладают удивительным уровнем эмоционального интеллекта. Все собаки нуждаются в особом уходе и любящем доме, и они нуждаются в этом так же сильно, как и мы.